Среди огромного количества причесок и косметических средств так трудно найти свой стиль, правильно подобрать цвет и форму, которая бы подчеркивала вашу индивидуальность. Секрет прост – надо найти свой тип. Известно, что все мы делимся на 4 типа, которые подразделяются на зима, весна, лето и осень. Каждому типу соответствует своя цветовая гамма. Как правильно подобрать свою гамму, найти свою палитру красок, я вам расскажу в сегодняшней передаче. Анжела очень давно является клиенткой нашего салона, и она согласилась быть моделью для нашей передачи, и на ней мы покажем, какие модные сейчас прически, и немножечко поговорим о техниках окрашивания. Мы специально взяли очень яркую технику окрашивания, для Анжелы подобрали, потому что она очень подчеркивает ее индивидуальность. Здесь сочетание черного и 2 оттенков красного. Пряди положены таким образом, что создается ощущение очень плавного перехода из одного цвета в другой. Но так как у Анжелы стрижка асимметричная, они очень красиво подчеркивают асимметрию этой стрижки. Здесь во фронтальной челочной зоне мы специально выкрасили только нижнюю часть пряди. Мы не стали поднимать угол очень высоко. Это связано со спецификой стрижки. Также в затылочной зоне мы выкрасили треугольничек, как бы такой маленький хвостик, который соединил все 3 части. Затылочную зону, боковую зону и фронтальную зону. Вы можете видеть очень резкие линии в сочетании с рваными концами. И это придает стрижке определенный стиль. Для макияжа мы использовали мягкие розово-фиолетовые оттенки, которые характерны для зимнего типа. Это дало возможность создать целостный образ для нашей модели и подчеркнуть ее индивидуальность. Когда мы работали над созданием образа Натальи, мы учли все ее индивидуальности, мы учли ее цвет кожи, тип кожи, цвет глаз и отнесли ее к типу весны. Поэтому мы создали ей такие мягкие тона, с очень мягкими и в то же время яркими прядями. Моя задача была не сделать ей очень вульгарные, очень кричащие пряди. Моя задача была создать ей пастельный переход из тона в тон через полутон, то, что сейчас является очень модным. Опять в стрижке вы можете видеть асимметричность, то, что, как я уже повторяла, очень модно в этом сезоне. Сочетание прямых линий и сочетание рваных концов придают немножко романтичности и делают весь образ немножечко более мягким. Как я уже повторила, стрижка асимметричная, поэтому во фронтальной зоне я выстригла прямую челку, которую мы можем назвать френч. Вот эта часть челки выстрижена очень прямым тупым срезом, что сейчас очень характерно для стрижек этого сезона, и вообще направление в моде сейчас таково, что идет сочетание рваных концов, как я уже говорила, и очень четких, прямых, казалось бы, неаккуратно срезанных линий. Но поверьте мне, это не так просто сделать, как это просто выглядит. Все это определенным образом подчеркнуто окрашиванием. Вы не видите больших кусков разных цветов. Вы видите очень мягкий переход из тона в тон через полутон, как я уже говорила. В то же время мы не хотели полностью поменять ей цвет, мы хотели только придать ему небольшой оттенок, поэтому мы использовали мусс. Для создания весеннего образа мы использовали мягкую золотисто-розовую палитру.
В нашей работе мы стараемся подходить индивидуально к образу каждого из наших клиентов и к имиджу каждого из наших клиентов. И Катюшу мы отнесли к образу лета, она у нас ассоциируется с летом. Она натуральная блондинка, и поэтому мы создали ей очень легкий цветовой переход, как опять я уже говорила, из тона в тон через полутон. И обратите внимание, пожалуйста, на стрижку, которая ей была сделана. Это стрижка, которая является асимметричной, но асимметрию этой стрижки вы можете увидеть только в левелах этой стрижки. Это каре, но в очень современной обработке. Вы можете видеть линию каре, но угол каре очень четкий, низкий и прямой. Это очень свойственно для современных стрижек. Во фронтальной зоне была выполнена боковая челка. Челочку, которая Катя будет носить на бок. Нижняя челка Катиной стрижки выстрижена немножко короче, чем пряди, которые прикрывают ее сверху. Это было сделано специально, чтобы Катя могла менять свой образ в зависимости от своего настроения. В затылочной зоне этой стрижки мы не стали делать четкую линию. Я оставила пряди длинные в сочетании с прядями очень короткими. Пряди короткие, выстрижены в очень прямой технике для того, чтобы подчеркнуть текстуру этой стрижки. Пряди длинные, выстрижены более рваными, для того, чтобы, опять же, как я уже сказала, подчеркнуть текстуру стрижки и левелность этой стрижки. Повторюсь опять, это то, что сейчас очень модно в этом сезоне. Если вы обратите внимание на цвет, то внутри цвет немножечко темнее, буквально на 1-2 тона темнее, чем цвет на фронтальной зоне. Это сделано специально для того, чтобы придать Катиным волосам визуальный объем. Мы эту технику очень часто используем для людей с тонкими волосами, если мы хотим придать объем визуальный их волосам. Для создания летнего макияжа мы использовали яркие, веселые, жизнерадостные тона. Для начала мы накрутим кончики волос Ренаты. Я не хочу полностью накручивать ее волосы, я хочу сохранить ее структуру. Опять-таки, я делаю прически с учетом того, что вы можете это делать дома, в домашних условиях. Закалываем прядь сверху и с помощью щипцов накручиваем пряди. Только кончики мы накручиваем. Как я уже говорила ранее, не забывайте накладывать на свои волосы спреи, которые будут защищать их от воздействия тепла. Для Ренаты мы создали образ осени. Осень ассоциируется с каштановым цветом, с легкими золотыми переходами, с очень теплыми оттенками. Легкие волны придадут образу Ренаты шарм и легкость. Для осенней палитры характерны золотистые, бронзовые, бордовые тона, плавно сменяющие друг друга.